было добавлено сильное психотропное вещество, которое вызвало остановку сердца. Бориса отравили. Но этого не может быть. Это какая-то ошибка. Наши эксперты не ошибаются. В это невозможно поверить. В доме есть ядовитые вещества. Сильнодействующие лекарства, психотропные, седативные. Я почти уверена, что нет. Но если вы хотите, вы можете осмотреть дом. Сейчас подъедут мои сотрудники и проведут обыск. Ордер есть. То есть вы хотите сказать, что убийца находится сейчас здесь, среди нас? А разве в ночь убийства в доме находился кто-то еще? Кстати, а где ваши гости? Здравия желаю. Привет, Юрик. Здравия желаю. Привет. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, Варвара Александровна. Где вы были? У себя? Я вещи собирала. А вас звали? Я не слышала. И вот. Что вот? Я с Садом решила проститься перед отъездом. Боюсь, ваш отъезд состоится не скоро. Я пропустила что-то. Экспертиза показала, что Борис Евгеньевич Сомов был отравлен. Травлен. Да. Ого. Поэтому в связи с открывшимися обстоятельствами дела я должен еще раз опросить каждого из присутствующих в этом доме. Ага. Я не знаю. Только Лиза могла ему что-то подсыпать. Она вышла за него из-за денег и никогда не любила. Вы в этом уверены? Да. Да, конечно. Она часто уезжала по ночам. И той ночью она тоже уехала на машине. Номер машины, марка? Не знаю, не видела, темно было. А еще Лиза раньше была любовницей Макса. А Боря ее у Макса отбил. Но это все знают. Знакомьтесь, моя невеста Лиза. Очень приятно, Борис Евгеньевич. Здравствуйте. Присаживайтесь. У тебя неплохой вкус, сынок. Спасибо. А чем вы занимаетесь, Лиза? Моя Лиза – солистка хореографического ансамбля. Я как-то случайно попал на выступление, и вот такой вот поворот. Катюша, налей-ка ты кофе нашим гостям. Не сомневаюсь, что вы очень талантливы, а сможете станцевать для меня. Извините, но приватные танцы – это немного не мое. Но я могу достать вам пригласительный на выступление нашего ансамбля. Хотите? Прекрасно. Буду с нетерпением ждать. А чем вы еще увлекаетесь, ну, кроме танцев? Что вам нравится? Я люблю путешествовать, пить хорошее вино, плавать, прыгать с парашютом. Любите рисковать? В разумных пределах. Знаете, а еще я люблю настоящий турецкий кофе. Горячий, обжигающий, как страсть. Хотите, я научу вашу прислугу его варить? Эта девушка нравится мне все больше и больше. Макс, ты не боишься, что я у тебя ее уведу? Какая милая шутка. Лизочка, я человек серьезный. Крайне редко шучу.
Да, у нас были с Максом отношения. И что? С тех пор, как в моей жизни появился Борис, все остальные мужчины просто перестали существовать. А у меня другая информация. Ваши информаторы врут. Не знаю. И все же, где вы были в ночь убийства? Какая машина приезжала за вами? Ладно, признаюсь. Меня иногда приглашают выступать в приватных ночных клубах. Можете проверить, если хотите. Я это делаю так, для души. Но мне же надо как-то поддерживать форму. А супруг эти танцы не поддерживал. Я думаю, он догадывался. Просто закрывал на это глаза. Нам было комфортно в браке. Это был брак по расчету? Сначала нет. Потом... В любом случае, я удачно вышла замуж. А Максим? А что Максим? Ему просто пришлось принять мое решение. И кроме того, мы с Максом остались друзьями. Это сейчас мы друзья. А тогда я не понимал, как она могла так со мной. Хотел бросить и уехать. Не мог на них спокойно смотреть. А потом просто поставил себя на ее место. Борис Евгеньевич имел все. Деньги, связи, возможности. А я только начинал работать. Куда мне было до него? Конечно, обидно, что они затеяли отношения у меня за спиной. Но чувствам ведь не прикажешь. А как вы узнали об их связи? Этот сапфир очень подходит твоим глазам. Обожаю сапфир. Значит, я угадал? Абсолютно. У меня для тебя тоже есть подарок. Чего застыл? Ты подонок. Теперь тебе придется вызвать меня на дуэль. Ну и как? Дуэль состоялась? Нет, конечно. Я ведь полностью от него зависел. И потом, Лиза сама этого захотела. Он на женщин какое-то особое впечатление производил. Даже наша дурочка Катька была в него по уши влюблена. Я любила Борю. Бориса Евгеньевича. А он любил Лизу, и вы вполне могли убить его из ревности. Нет, нет, он любил только меня. Понимаете? Он просто боялся нашей разницы в возрасте. И я жду от него ребенка. Так эта дрянь все-таки залетела от него. Добилась своего. Вы были в курсе их отношений? Догадывалась. Ну, вряд ли это можно назвать отношениями. Так, легкий флирт. Всем мужчинам это свойственно. Лично я про всех мужчин не уверен. Но опустим этот щекотливый момент. В любом случае, Кате невыгодно было убивать вашего мужа. Ведь она лишалась поддержки и себя, и ребенка. А мать? Вы ее допросили? А вы ее подозреваете? Да. И у меня есть для этого все основания. Как ты мог? Она же тебе как дочь. Никакого ребенка еще нет. И не будет. А это не тебе решать. Катя будет рожать. И ты признаешь ребенка. А если не признаешь, то я И что ты сделаешь? в суд на тебя подам. Вот как. Я тебя приютил, дал крышу над головой, работу. А ты мне судом угрожаешь? Да ты меня по гроб жизни благодарить должна. Узнаешь еще мою благодарность.
Очень я на него злилась. Но чтоб убить, такой грех бы на душу не взяла. Когда Катенька мне сказала, что ребенка ждет от Бори, я просто дар речи потеряла. Хотела даже этой потаскушке все рассказать, но Катя мне не разрешила. Сказала, что Борис на ней скоро женится. Ну, я и смирилась. Ой, вернулась. Долго ты. Я уж волноваться начала. Ты отдыхай. Скоро супчик будет готов. Твой любимый, с фрикадельками. Я не хочу есть, мам. Что значит не хочу? Тебе сейчас силы нужны. За двоих надо кушать. Что врачи сказали? Они сказали... С ребенком что-то не то? Нет, с ребенком все в порядке. Да. Мам, у меня больное сердце, ишемия. Я могу умереть при родах. Они сказали сделать аборт. Как же так? Катенька, ну... Но я не могу убить ребенка, понимаешь? Он же там живой. Ой. Тогда же можешь умереть ты? Мамочка, все будет хорошо. Только я тебя очень прошу, никому не говори. И вы решили оставить ребенка, несмотря на риск. Да. А Борис Евгеньевич, конечно, ребенка не хотел. Хотел, очень хотел. Он просто за меня переживал, понимаете? И уговаривал меня сделать аборт. Боря! Прости меня, моя девочка. Мой котенок. Я очень виноват. Но ты должна это сделать. Нет. Послушай, ведь это очень опасно. Надо лечиться, а не рожать. Ты не понимаешь. Я не маленькая. Ты просто меня не любишь? Люблю. Я очень тебя люблю. Глупышка, я жить без тебя не могу. И я хочу, чтобы у нас был сын или дочка. Но не такой ценой, пойми. Если с тобой что-то случится, я же себе этого никогда не прощу. Катюша. Он меня выбрал, понимаете? И с Лизой бы с этой он бы скоро развелся. Зачем мне его убивать? Это она его убила. Или это был Макс? Да, он его ненавидел. Мотив у него был. Лиза. Да при чем тут Лиза? Нет, Макс, он любит деньги. А половина бизнеса Бориса раньше принадлежала матери Максима. И перед ее смертью Боря пообещал, что передаст долю ему. Пообещал и не выполнил. Так, подкидывал его какую-то мелочь на жизнь и все. Да вы сами у него спросите. Да, получается, отчим обманул мою мать. Не выполнил ее последнюю просьбу, но по сути был прав. Я ведь тогда ничего не умел, ничего не знал. Как я мог управлять строительной фирмой и такими деньгами? Например, он бы мог сделать вас своим компаньоном. Так он меня к этому и готовил. Ведь это была его идея, чтобы я отучился на юриста, а потом постепенно начал вникать в дела фирмы. Так и получилось. Я совершенно уверен, что со временем он бы отдал мне все дело. Скажите, а Борис и Лиза не собирались разводиться? Про отчима сказать не могу, хотя, знаете, если бы он бросил Лизу, я бы его перестал уважать. Вот как. Несмотря на то, что... Да. Это кажется странным, но я ей желал только счастья. Вот такой вот я лох. А Лиза точно от него уходить не собиралась. Даже сад задумала переделать. И дизайнера вызвала. Значит, вернемся в сад. Сад? Ну да, я хотела его переделать.
Но не потому, что я хотела стереть память о первой жене Бориса. Просто мне хотелось почувствовать себя хозяйкой этого дома, этого сада. Мне кажется, это естественное желание. Наверное. В почтовом ящике я нашла рекламку агентства ландшафтного дизайна. Я написала туда, мне ответила Краснова. Она прислала мне свои портфолио, и, знаете, они мне понравились. И долго вы переписывались? Около недели. Я могу поднять переписку в почте, если нужно. Там были другие специалисты, но Варвара была очень настойчива, и она очень торопилась приехать. Ну, я не понимаю, о чем она. Никакой переписки у нас не было. Я взяла заказ и в тот же день поехала. У меня другая информация. Вот это ноутбук Елизаветы Николаевны. Посмотрите. А вот это переписка от вашего имени с сайта фирмы. Видите? Ну, я ей никогда ничего не писала. А кто-то из офиса вместо вас мог? Невозможно. Скажите, у вас есть на работе недоброжелатели? Нет. Хотя... Какой вкусный кофе. По-моему, кто-то сильно наглеет. А по-моему, кто-то мог бы утром и кофе сварить, и завтрак приготовить. Привет. Привет. Я просто на заказ торопилась. Оправдания не принимаются. Ваня, оправдываться перед тобой должна твоя жена. А вот я как-то не заметила у нас штампа о регистрации брака. Варя, штамп – это отстой. Главное – чувство. Подожди, я не поняла. Мы заявление идем подавать? Варвара Александровна, для вас персональный заказ. Посмотрите? Заказ, это интересно. Иван Алексеевич, вы что, и не сообщили? Не успел. Варя, отличное предложение. Богатый дом, с садом у моря. Заказчица хочет перепланировать сад. Все, как ты любишь. Заманчиво. Снимем это историческое событие для наших клиентов на сайте. Готово? Да. Говори. Привет. Сегодня я получила новый заказ на переустройство и перепланировку сада. Я обожаю такие заказы, старое и новое. Надеюсь воплотить все свои самые смелые фантазии заказчика. И надеюсь, что этот заказ добавит нашей фирме в копилку солидную прибыль. Супер. Ты просто красотка. Знаете, мне надо подумать. Я могу воздухом подышать? Можно. Но в пределах территории. Вань, скажи, а это новая сотрудница Эльвира. Она могла вести переписку с клиентами от моего имени? Ну зачем я это? Пока не знаю. Я думаю, что это как-то связано с нами. Она влюблена в тебя. Точно. С чего ты это взяла? Вань, я вижу, как она на тебя смотрит. На меня много девушек смотрят. И что, все они в меня влюблены? Вань, услышь меня. Вся эта история как-то связана с ней. Варь, не нагнетай. Эльвира новый человек в нашей компании. Ее наняли поддерживать сайт, пиарить проекты. Может, она чего-то не поняла. Ну, хочешь, я с ней поговорю? Да, Вань, я очень хочу. Ладно, только ради твоего спокойствия. Давай. Ну что, удалось поймать шпиона в офисе? Почти. Ну, пока не уверена. А у меня тут просто шпионское кино. Посмотрите. Что вы на это скажете? Кто вам прислал это видео? Максим. Шел позвать вас в гостиную и... Вот. Что вот? Что вы там закапывали, Варвара Александровна?
Вы мне все равно не поверите. Значит, вы утверждаете, что флакон с неизвестным веществом вам подбросили? Да, я утверждаю. Почему мне сразу не сообщили? Так, понимаете, я сначала о нем вообще забыла. А потом узнала, что Бориса Евгеньевича отравили, и я так испугалась. Вы понимаете? Почему вы решили, что здесь яд? Может быть, тут безобидное лекарство или обычная вода? Так зачем кому-то подбрасывать мне воду? В логике вам не откажешь. Что ж, наши эксперты разберутся. Яд здесь или вода. Так, ну на этом все. На всякий случай напоминаю, что Сомов оставил завещание. Мы в курсе. Нотариус завтра утром его огласит. В таком случае до завтра. Надеюсь, эта ночь пройдет без происшествий. Макс, можно тебя на минутку? Кирилл Леонидович, прошу, пожалуйста, увезите меня куда-нибудь отсюда. Куда же я вас увезу? Я не знаю, ну, там, в тюрьму, в камеру, в изолятор, как это у вас называется? Ну, обычно подозреваемых в убийстве помещают в СИЗО. Вот, увезите меня в СИЗО. Только бы не оставаться в этом доме. Я ведь теперь первая подозреваемая. Простите, но следствие еще не окончено, и к тому же, навскидку, у вас нет ни одного мотива для убийства, в отличие от других постояльцев этого дома. Так что советую вам немного подождать. Меня ненавидят. Вдруг они и меня убьют, а? А у них что, есть для этого причины? Нет. Ну, Варвар, тогда успокойтесь и возвращайтесь в дом. Или я чего-то не знаю? Да нет, что вы, я все вам рассказала. Ну, просто мне очень страшно туда возвращаться. А давайте я у вас переночую, а завтра вы меня привезете, а? Во-первых, это незаконно, а во-вторых, вы гораздо важнее мне здесь, Варвара. Зачем? Считайте, что я поручаю вам спецзадание. А что я должна делать? Смотреть и слушать. Ну, мне нужны тут глаза и уши. Так вы мне доверяете? Ну, во время следственных процедур вообще нельзя никому доверять. И вы мне не доверяете. Ну, мало ли кому я еще дал такое задание. Варвара, идите в дом. А может, я все-таки к вам? До свидания, Варвара. Знаешь, ты была права. Переписку от твоего имени действительно вела Эльвира. Она говорит, что только хотела дать тебе заработать. И ты ей веришь? Почему я должен ей не верить? Человек хотел сделать доброе дело. Да она хотела от меня избавиться. Варь, признайся, ты просто ревнуешь. Да это не ревность. Она точно что-то задумала. Варя, у тебя паранойя. Я все понимаю, убийство, нервы, стресс. Прости, у меня сейчас очень важное дело. Вернешься, поговорим? Да, все, давай, пока. Пока.